Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на лето 2025 года. Да, дорогие, это лето новой жизни. Присаживайтесь поудобнее. Будем разбирать июнь, июль, август. Конечно же, забегу еще и в сентябрь. Посмотрим, какие аспекты нас с вами ждут, какие изменения на звездном небе. Очень много планет будет перемещаться в ретроградное движение. Это такой очень активный момент, который мы с вами будем чувствовать на себе, да? Как он будет влиять на каждую декаду тельцов, я сейчас расскажу. Да, ребят, это гороскоп по декадный, и первая декада тельцов — это те, кто родился в апреле. Вторая декада тельцов, кто родился с 1 по 10 мая, и третья декада тельцов, кто родился с 11 мая и до знака зодиака Близнецы. Все тельцы разные: апрельские более пробивные, овновский активный, амбициозный, шустрый, много и быстро надо. Вторая декада такие более стабильные, более думающие, приземленные, то есть такие тельцы. Не скажу, что настоящие из всех тельцов тельцы, но такие более приземленные, самые приземленные из всех тельцов. Не скажу, что первая, третья декада они какие-то не такие, просто там чувствуется движение других знаков. Но и третья декада тельцов, которые ближе к близнецам, они, конечно же, уже такие более воздушные, уже более легкие. Нужно и туда, и сюда, и здесь. То есть не желают останавливаться на одном месте. Конечно же, все зависит еще от личных указаниях в натальных картах. Поэтому, ребята, понимаете, что я рассказываю общий гороскоп. Да, поделенные на 3 декады для более точного совпадения в гороскопах, потому что все, что подходит тельцам первой декады, совершенно по-другому работает у тельцов третьей декады. И тельцы третьей декады, которые ждут, когда же уже Уран наконец-таки покинет знак, да, уже отстанет от вашего тельцовского солнца, прекрасно понимают, что что-то вообще не то, да. Но у тельцов первой декады там, конечно же, Плутон бушует, да, у тельцов второй декады пока совершенно другие, гораздо легкие настроения. Поэтому, ребята, у каждого свое. У тельцов такая большая, мощная и интересная программа на это лето, потому что и управитель ваш главный и единственный Венера будет в самых разных аспектах. Скажу, что новая жизнь, конечно же, насколько вы ее попробуете на вкус, решать только вам. Еще раз говорю, нет хороших и плохих. Если я рассказываю про какие-то события, они вам не нравятся, не говорит о том, что вы человек плохой или как-то реагируете на это. Мы все реагируем в силу своих привычек, которые выработались у нас с детства. Поэтому я для этого и рассказываю, как же можно компенсировать эти эмоции и события, которые с нами случаются, для того, чтобы из минуса сделать плюс. Я всегда за это, потому что когда у нас очень много азарта, драйва, движения и желания что-то сделать, лучше применить это на финансовую составляющую, на профессиональную сферу своей жизни, чем, например, угробить свои отношения и личную жизнь, потому что для тельцов смена партнера, неважно для какой декады тельца, да, смена партнера переживается в целом сложно. Это как вот прям такое обрушение мира, обрушение жизни. Поэтому забежала немножко вперед основную такую историю на это лето. Вот так вот итог для всех, да, можно сказать, да, но с этим нужно разбираться, потому что здесь и про финансы, здесь и про профессионализм в том числе. И, конечно же, что Юпитер поменял несколько дней назад знак, очень хорошо будет сказываться, в принципе, на всех тельцах. Поэтому, ребята, наливайте себе вкусный чаечек или что же вы там любите, и будем с вами сейчас разбираться подекадно каждое событие, что же будет происходить. Да, у нас несколько дней назад Юпитер поменял знак. И что ждет вообще в принципе тельцов? Сейчас в июне будет идти прекрасный такой классный гармоничный секстиль
к солнышку тельцам первой декады. То есть вот это настроение от Плутона, да, потому что у нас на настоящий момент времени Венера находится в квадратуре с Плутоном. Кто это чувствует? Это чувствуют тельцы первой декады. То есть Плутон делает не только к Венере квадратуру, но еще и к вашему Солнцу. То есть это настроение, когда вот в личной жизни трясет еще и Солнце в квадратуре с Плутоном, когда весь мир говорит о том, что надо прорываться. Я вам тоже, ребята, говорю, нет никакой другой движущей силы для того, чтобы идти вперед. Необходимо просто расти. Такие же эмоции сейчас и настроение у скорпионов первой декады, да, такое ощущение, будто мир кардинально меняется. То есть если в вашем окружении есть скорпионы первой декады, ну, либо львы первой декады, то есть ощущение, что все оно меняется резко, и вас об этом не спросили, и вы с этим не согласны. И единственная сила, которую вы можете в себе найти, это начать развиваться. Ну, как это сейчас модно говорить, прокачивать себя в жизни, в финансах, в отношениях, потому что Венера про что? Венера про любовь, про отношения, про наш уровень комфорта, как нам нравится жить, как мы любим жить, чтобы нам нравилось, да. И сказать честно, с 2017-2018 года Уран проходит по знаку Тельца, и согласитесь, наша жизнь за последнее время как-то сильно поменялась. Тот комфорт и качество жизни, к которому мы привыкли, неважно в какой части планеты мы живем, мы как-то все немножко с этого устали, да. И вот у нас 7 июля Уран покидает Тельца, уходит. Хвала. И мы, конечно, здесь все очень сильно порадуемся, но во второй половине 2025 года все-таки он еще в Тельца вернется для последнего аккорда, понимаете? И этот момент мы зафиналим и скажем: все, спасибо, что ушел. Но вот когда Плутон делает аспект напряженный на Солнце, на Венеру, нам хочется, конечно же, сесть, себя пожалеть, но здесь не получится. Ребят, здесь только нужно найти внутреннюю силу, причем неважно, мужчина вы или женщина. Мужчинам, конечно, легче, потому что Плутон — это такая мощная сила, сила больших денег, сила большой конкуренции, больших мощностей. Женщинам, конечно, сложно на таких эмоциях. Как правило, у женщин-тельцов в этой жизни на аспекте с Плутоном всегда либо какие-нибудь ссоры с мужем, либо на работе такая сильная война, либо потеря связи с отцом, например, вы ругаетесь. То есть если вы еще молодая женщина, смотрите меня в возрасте на 25 лет, у вас нет своей семьи, мужа, то, возможно, это ссора с отцом, да, то есть это потеря отношений. И здесь очень важно не потерять эти отношения. Если вы меняете, например, свою жизнь в работе, да, в профессиональной сфере, то здесь, конечно, лучше наоборот вот научиться в этой, ну, то есть в этих аспектах, да, в этой истории, в этой конкуренции расти. То есть понимать, что это момент временный, 100%, да. Но у нас, ребят, с 4 мая Плутон ушел в ретроградное движение, и он только в октябре развернется обратно, да, по классике, и снова пойдет в директное положение. То есть он медленно идет, да, он по Тельцу будет идти 20 лет, а идет всего 2 года, понимаете, да, то есть сколько еще будет идти, условно делим вот эти 20 лет на 3 декады, да, сколько он будет в каждой декаде, условно, да, плюс-минус вот так ерзать туда-сюда, вперед-назад. Поэтому здесь понимаете, что нужно выработать силу терпения и не ждать момент, ну когда же закончится, потому что аспект Плутона, он всегда на несколько месяцев, то есть месяца 2-3 обычно это тряска, то есть такая обычная нормальная история. Плутон встал на Солнце и делает квадратуру, то есть, понимаете, не за неделю решаются вопросы, как, например, на Сатурне и на Юпитере, да, на Юпитере 10 дней мы мучаемся, страдаем, на Сатурне 2-3 недели, всю бюрократическую историю, да, мы делаем, решаем, у нас с этим хорошо, а Плутон 2-3 месяца. То есть здесь реально выработать свою силу и не поддаваться на какие-то свои такие слабости, которые настолько развращают, да. Поэтому здесь, конечно же, только становиться сильнее. Помните, не бывает никаких проблем, которые нам даются, и мы не можем вытерпеть.
Ну, не можем. Здесь не протерпеть, здесь нужно вырасти над этими проблемами. И так идет у нас ситуация взросления в жизни, в принципе, в бизнесе, в профессиональной сфере, в отношениях в том числе, потому что Плутон это всегда разбирание психологических проблем, которые у нас есть, в которых мы не хотим возиться, разбираться, но не с точки зрения там Нептун как работает, да, когда мы в эмоциях, в соплях, все в слезах. Нет, а здесь прям мы жестко хотим отжать свое и хотим, как мы сказали, да. Поэтому здесь тельцы первой декады, скажу, что у вас здесь не нужно складывать ручки и говорить, это не мое, это не мои отношения, значит нужно выйти, не судьба. Вот это очень провальная такая тактика, которая говорит, что на следующем транзите Плутона, то есть следующее лето осенью, ситуация будет один в один такая же. То есть опять в это же время опять пойдет Плутон в ретроградное движение и будет опять что? Будут опять похожие ситуации, когда мы поняли, что вот надо было еще год назад нам с этим разобраться. Поэтому да, тельцы первой декады у вас, я скажу, что момент на это лето такой очень сильный. Конечно, здесь будут за рамки мы будем выходить, естественно. Захочется сказать, все, я устал, я ухожу, потому что у нас несколько раз за это лето будет и Венера в соединении с Ураном, и Венера в квадратуре с Ураном уже в конце августа, когда нам хочется сказать, все, я хочу свободы, мне надоели все эти отношения. Это всем тельцам сейчас говорю, да. Конечно, с открытой такой войной в личной жизни и на работе конфронтация будет у тельцов первой декады. И это такая история, которую, ребята, нужно просто подниматься выше. Почему говорю это так на позитиве? Потому что я вообще не вижу никаких вариантов, чтобы вы не справились. Все с этим сталкиваются, все это проходили. Да, это сложно, в этом-то и есть суть. Когда нам что-то дается нелегко, мы это лучше ценим. Закон жизни у нас такой. Не я это придумала, ребят. Идем дальше. У нас сейчас Венера в квадратуре с Плутоном. Максимальный такой движ и выплеск эмоций, энергии у тельцов первой декады, тельцы второй декады. Я бы сказала, что вы пока, ребята, ну на таком начиле, да, можно это так сказать, немножко в такой расслабленности, каждому свое, потому что и у вас, ребят, свои этапы в жизни тоже были, и они, скажем честно, у вас уже так подходят такие моментики и вопросики, потому что уже совсем скоро, к концу лета, кармические узлы будут во второй декаде рыб и начнут спрашивать тельцов второй декады, так, а что это я вообще делаю? Что-то я опять засиделся на скамейке запасных, что-то я не двигаюсь ни в профессиональной сфере, ни в личных отношениях. У меня все как-то так вот серенько, все обыденно. Я вообще хочу по-другому жить, я хочу ярче жить, я хочу интереснее жить. Там как раз и Лилит подгребет во вторую декаду скорпионов, и там уже начнутся разбираться страхи. Поэтому, дорогие тельцы второй декады, вот сейчас в июне будет такой момент очень достаточно дающий время, вот так вот в легкости, как сейчас все говорят, это модно и интересно, потому что не в легкости мы как бы не хотим, это не продается не в легкости, да, дисциплина, старание, медленный подход к жизни, да, это сейчас вообще не продается, это не в тренде, да, поэтому, но я не буду вам говорить, что все надо сделать очень быстро и легко, так не бывает, это неправда, то есть зачем я буду вас обманывать, да, поэтому здесь у вас сейчас пока есть еще время, вот этот запас прочности, свободы, когда обстоятельства от вас не требуют, я бы это вот так сказала, да, но если вы сделаете это заранее, то когда придут обстоятельства, то есть мы уже в этих обстоятельствах будем на уровень выше, и тогда совершенно другие плюшки будем в жизни для себя брать, да. Конечно, ребят, я рассказываю сейчас, у меня общая транзитная карта открыта, да, для всех. Если у вас свой персональный вопрос, и у вас в жизни происходит сейчас совершенно кардинально отличающееся от того, что я говорю, то, конечно же, пишите в комментариях свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Только свои данные пишите, потому что общий гороскоп я уже рассказала, отвечать я буду вам согласно ваших данных, которые вы мне указали. Дата, время, место рождения и ваш вопрос. И если вы, конечно же, с места рождения переехали, то пишите место, где сейчас живете. Можно просто город, район, без разницы, да. Мне будет понятно, что была какая-то релокация, передвижение, то есть был какой-то рост, изменения глобальные в жизни, да, если у вас связано что-то с переездом. Ну что, ребят, идем дальше. Тельцы
третьей декады. Ребят, еще до 7 июля Уран идет по третьей декаде Тельцов. Я знаю, вы устали. Обычно Уран в соединении с Солнцем — это полностью обнулиться, полностью выйти из отношений, кардинально поменять жизнь. Я устал, я ухожу, я больше ничего не хочу делать. И такое настроение усталости, да, за последние несколько лет уже изрядно накопилось, и хочется уже стабильности, да, особенно если у вас в этот момент еще в отношениях с мужем, если вы женщина, или в работе, если вы мужчина, все идет, меняется очень сильно, кардинально. И вы не понимаете, очень часто мне пишут на аспекте Урана, уже прям в таком состоянии, когда уже просто там эмоций нет, и спрашивают: Женя, это что такое? Я говорю: а это новый уровень. Уран — это реально про новый уровень, когда вот такая тряска вокруг, когда эмоции на пределе, и мы думаем, что вообще сделать? И кажутся обстоятельства и все, что происходит, чем-то неадекватным. Это Уран. Мы никогда не знаем, какое он несет нам влияние, потому что соединение Урана может быть как и гармоничным, так и напряженным для каждого, да, потому что все зависит от вашей личной натальной карты. Привыкли ли вы с неадекватностью Урана жить или нет? Вот я привыкла, у меня в натальной карте неадекватный Уран битый Меркурием, точнее наоборот. И для меня все вот эти сложные задачи, вся неадекватность, я просто смотрю и понимаю, что так, сейчас надо вот это все решить. И это такая, знаете, я настолько привыкла к неординарным ситуациям, что когда мне что-то рассказывают, я реально верю, потому что я реально знаю, что такое может быть. И просто мозг способный пластично это все переварить. Но не все люди могут так. Кто-то родился с гармоничным Ураном, и когда вокруг творится дичь, человек просто плывет. Поэтому если вы уже изрядно устали от Урана, понимаете, 7 июля 2025 он уйдет в Близнецы. И да, Тельцы третьей декады станет полегче. Правда, станет полегче, придет эта стабильность, потому что Уран — это то самое напряжение, которое дается сложно Тельцам. Тельцы любят земную историю. Даже третьей декады, кто такие полегче, близнецовский такой вайб у вас есть, да, все-таки здесь Уран — это чересчур. И да, ребят, у нас в начале июня, 10 числа, Юпитер поменял знак. Как это повлияет на всех тельцов? Ну, в июне очень полегчает тельцам первой декады, потому что будет секстиль к Солнцу идти, и Юпитер будет очень быстро, кстати, идти. И это всегда настроение. Что дает нам Юпитер? Здесь все декады слушают, потому что Юпитер будет очень быстро идти, уже в июле он будет вторую декаду тельцов, как бы я бы сказала, спонсировать своим аспектом, да. Поэтому здесь, смотрите, Юпитер — это когда вы хотите в социальном статусе, в профессионализме подняться. То есть вы понимаете, что вам нужны некие компетенции для того, чтобы вырасти. Это социального статуса планета, когда мы путем знаний, коммуникации, мудрости и интеллекта идем вверх. За счет связей 100% да. За счет мудрости, понимания ситуации да. За счет обретения новых связей да. За счет рекламы, контактов, хайп, не нужно делать хайп, Уран и так тут достаточно нахайповал, да, поэтому здесь тельцам первой и третьей декады уже достаточно хайпа, я думаю, да, поэтому здесь нет, очень хорошие гармоничные аспекты. Юпитер — это планета переезда. Например, вы решили, все тельцы сейчас запоминают, вы решили переехать. Вы понимаете, что для того, чтобы вам подняться, вам необходимо переехать, сменить место жительства. Неважно, из удаленного района города в более благоустроенный, в более комфортный, влиться в какую-нибудь просто интеллигентную тусовку, в тусовку по интересам, это тоже сюда, это изменение своего статуса, сменить страну, съездить за границу, потому что Юпитер — это планета за границей. Не факт, что вы вам проживете очень долго и навсегда, но вы съездите, обретете новые знания и понимаете, что это то, что вам было нужно. Такая некая перезагрузка, поднятие совершенно на другой уровень. То есть он не выше, не ниже, он просто другой. То есть это совершенно другая точка зрения извне на свою жизнь. Вы-то со своего места уезжаете, у вас уже нет тех подручных инструментов. Да? И то есть в июне очень сильно, то есть понимаете, да, на аспекте вот Плутона, тельцы первой декады, да, то есть в этом напряжении здесь такой Юпитер в гармоничном секстиле.
и такое настроение: так, а может быть мне необходимо вот это, и вы сами понимаете, что вы в данный момент жизни хотите, потому что мы с вами все здесь, ребята, находимся на разном уровне развития. Я не говорю, что кто-то хороший или плохой, да, у всех свои ценности, у всех свои интересы. Кто-то привык каждый месяц летать за границу, отдыхать, да, кто-то вообще не любит этого делать, кто-то любит в библиотеке сидеть и книжки новые читать. Это не про кто-то классный, кто-то не очень. Нет, здесь про то, что мы здесь все на разном этапе своего развития. Но если мы здесь все, мы однозначно боремся за комфорт своей жизни. Но комфорт, он у всех разный. Это основная такая важная история Тельца. Кому-то не хватает 5-го ожерелья, норковой шубы, а кому-то не хватает просто уютного, теплого дома. Понимаете, здесь мы про разные сейчас говорим. И вы каждый, согласно своей жизни, понимаете, что же вам сейчас не хватает. Так вот, Тельцы первой декады, согласно Юпитеру, будут об этом во всем новом росте думать как раз-таки весь июнь. Тельцы второй декады будут уже думать об этом к концу июля, то есть середина июля у вас начнется вот это такой подъем, но там подгребает Лилит, и это все будет из чувства страха, остаться на скамейке запасных, остаться неудел, потерять возможности, не реализовать себя, вот эту историю, которая... Ну, она, знаете, такая, у соседа трава зеленее, хочу как у соседа. Нет, убирайте как у соседа, нужно хотеть как у себя, нужно прийти к себе и понять, почему вот мои ценности, вот, например, мне настолько не важны. Прийти к себе нужно, потому что Лилит будет делать оппозицию к Солнцу, Тельцам второй декады, уже буквально вот в это лето, а это всегда, Лилит на Солнце, это всегда проверка нашей гордыни. Почему мы где-то выпячиваем свое «я», почему наши страхи не дают нам развиваться, почему в нас есть там зависть, озлобленность, и оно вылазит в те самые моменты, когда нам не надо, нам нужно сделать несколько шагов вперед, а мы начинаем тормозить, копаться в этих эмоциях, застреваем, начинаем не любить людей, себя, и в итоге мы тормозим, проходит время, уходит аспект, и мы такие, что это вообще было, потерянное время, ну зачем? То есть, и получается, нам наши где-то далеко закопанные эмоции нам же и мешают. Поэтому здесь вот вытаскивать нужно, потому что честно признаться себе то, что вы хотите сами, и жить свою классную, интересную жизнь, еще и Юпитер здесь классно подбежит, и будет вообще все хорошо складываться, и кармические узлы будут задавать те самые вопросики, северный и южный узел будут в трine секстиле к вам, поэтому движение вперед, Тельцы второй декады уже буквально в июле, это вот ваше все, а сейчас пока у вас такое расслабленное настроение, то есть не нужно бежать, торопиться, как, например, Тельцам первой декады или Тельцам третьей декады, который Уран все не уйдет бесконечно на скоростях, нужно делать быстро, прямо сейчас, как будто обстоятельства загоняют, да, поэтому здесь вот такая история, Юпитер к Тельцам третьей декады, ребят, придет уже осенью 2025 года, и там уже будет ретроградное движение, и там потом еще будет весна, получается, Тельцы третьей декады уже с Юпитером будут больше активно и тесно взаимодействовать весной 2026 года, и там еще Уран сделает финальный аккорд, конечно, по Тельцам третьей декады, поэтому, ребят, понимаете, что если сейчас до 7 июля вы разберетесь со своими чемоданами без ручками, работа, которая вам не нравится, профессиональный статус, отношения. То есть почему вам хочется выйти из отношений? Потому что это же сейчас такой хайп, это сейчас такой тренд. Все должно быть в легкости. Отношения должны быть в легкости. Я не хочу сложностей, трудностей. Зачем мне семья, муж, дети, жена? Я хочу вот так потусоваться, я хочу быть таким блогером, я хочу быть на таком легком вайбе. И это вот такая история. Сейчас говорю только Тельцам третьей декады, да, потому что у вас эта история такая очень сильная, и вы с ней в какой-то степени столкнулись, будь вы партнер того человека, у кого в голове вот такие мысли, я хочу вот так это в легкости, да, вот, потому что Юпитер, извиняюсь, Уран дает вот некую такую инфантильность, если он не развит, например, в натальной карте, то есть если вы с ним не привыкли жить, да, потому что Уран — это сложные знания, то есть это настолько усложненные знания, они прям тяжелые, когда взрывается мозг, да,
и это такой большой уровень ответственности. А сейчас эта история не в тренде совершенно. Поэтому, когда вы понимаете, что отношения, да, это сложно, да, в отношениях мы не только партнера терпим, мы и себя еще в этих отношениях терпим, потому что мы сами меняемся до неузнаваемости, и это правда. Мы все меняемся в отношениях, да, мы подстраиваемся, мы лавируем, мы не готовы идти на компромиссы, у нас у всех есть усталость, да, а когда вот мы одни, мы ни за что не отвечаем. Кстати, Юпитер, который на год будет в знаке Рака, как раз здесь история, почему про это все так говорила, это ко всем тельцам разных декад относится, да, эта история как раз-таки и про взаимоотношения, про семью, про усложнение, потому что всем тельцам на ближайший год захочется как раз-таки обзавестись семьей, домом, детьми, но эта история очень непопулярная сейчас, да, поэтому здесь, конечно же, понимаете, что если вы давно этого хотели и вообще в вашей картине мира это есть, это нормальная, здоровая картина мира, которая у нас не распиаренное общество, это эволюция придумала, да, то есть мы все здесь для того, чтобы оставить свой след после себя. Кто-то оставляет научные, интеллектуальные знания, кто-то оставляет после себя потомков, понимаете, да, то есть наши дети это как раз-таки мы, это маленькие наши копии, и вот как раз-таки у всех тельцов на ближайший год будут такие вопросики: хочу ли я детей, а зачем это мне? И вот дети как раз-таки будут раскрывать все, дети вообще в принципе к нам всегда приходят, мы смотрим на свои маленькие копии и ой, как сильно разбираемся в своих комплексах, травмах, болях, переживаниях. Это неплохо, это нормально, ребят. Хочу вам просто сказать, что все через это проходят, и это нормально. Это по событиям, какие мысли будут у вас навеяны. У нас на днях было полнолуние было у нас в Стрельце 11 числа, очень красивое, кто смотрел на небо, было полнолуние. Мне ребенок сказал, что оно было такое яркое, красочное, да, поэтому огневое, как мне ребенок любит это говорить, огневое полнолуние, не огненное, а огневое. На самом-то деле было в Стрельце, а это всегда движение вперед, то есть это всегда про цель. Вообще Юпитер это управитель Стрельца, Юпитер поменял знак, и когда у нас нету цели по жизни, мы тормозим. Для Тельца в жизни тоже очень важно иметь цель, куда вы идете, ребята, куда вы стремитесь. Это очень сильно облегчает нести ту ношу, которую мы несем, потому что мы знаем, куда мы идем, и Тельцы это те знаки зодиака, которые доходят, потому что планомерность, потому что стабильность, регулярные действия, хоть по чуть-чуть, приближают к результату. И да, конечно же, мы идем дальше, у нас в момент полнолуния у нас на небе Меркурий находился в соединении с Юпитером и в квадратуре с Сатурном и Нептуном. Эта история у нас будет с нами жить до следующего лунного цикла, до 25 июня. Почему я сейчас рассказываю? 2 недели мы проживем на этих эмоциях. И здесь, конечно, такая история очень, не скажу, что сильно такая она сложная, нет. Это история наших знаний, наших действий, устремления в будущего, сил, которые мы готовы потратить, и эмоционального интеллекта, потому что Нептун находится в соединении с Сатурном, то есть мы действуем под давлением обстоятельств и эмоций, да, в силу долгов, которые у нас накопились, в силу ответственности, в силу нашего плана, стратегии. Поэтому я все-таки желаю, чтобы все ваши долги были сконвертированы в план, в результат, но не в такой жесткий, а вот так приятно, мягко, как я люблю, как мне хочется, мелкими поступательными действиями. Да? Конечно же, коэффициент интеллекта будет помогать, если вам необходимы какие-то компетенции, новые знания. Юпитер про это, все тельцы 1, 2, 3 декады. Подключайте знания, вспоминайте, что вам еще необходимо овладеть для того, чтобы ваш ценник, зарплата были больше, потому что нас всегда отделяет от поднятия наверх наш такой зашоренный взгляд. А для того, чтобы смотреть на мир шире, нужно больше знаний. Нужно больше знаний, гибкости, ума в том числе,
И не бояться себе сказать, что ошибки совершают все, это такая нормальная история, абсолютно нормальная история. Идем дальше. У нас плюсом еще, кроме вот этой всей истории, Меркурий движется очень быстро по раку и уже. Почему забежала про Меркурий? Потому что для нас будет очень важна сейчас коммуникация, она будет происходить таких на достаточно легких аспектах. У нас к концу месяца Меркурий станет в оппозицию с Плутоном, и у нас каждый год ретроградный Меркурий летом наступает в августе. В этом году он ускорился и решил это сделать в июле. И перед своим ретроградным движением будет очень напряженная коммуникационная такая история. Поэтому здесь постарайтесь вот сейчас в июне до нового лунного цикла, до 25 июня, как раз таки решить все свои какие-то сложные дела и решить их вот так мягко, гармонично, потому что Меркурий в раке, пробивать особо ничего не нужно, да, действуем в силу обстоятельств, в силу мудрости, да, ну как раз таки идем и движемся вперед, и это нормально, да. Что, ребята, идем еще дальше. У нас главное сейчас, в этот момент, у нас Венера еще в оппозиции с Лилит, поэтому, дорогие мои тельцы, 1, 2, 3 декада относятся ко всем, потому что Лилит в квадратуре к основному, единственному управителю. Это все страхи. Почему не идем вперед? Да? У тельцов 1 декады максимальные страхи, потому что Лилит и Плутон это один и тот же эгрегор. Да? Наши потаенные страхи, почему мы не можем в отношениях где-то уступить, почему мы не можем взять, например, контроль за свои действия, и мы постоянно виним вторую половинку. Это такие могут быть абьюзивные отношения, это могут быть отношения, когда мы что-то себе вытягиваем и отжимаем. И это в работе точно такая же история. Мы вроде как хотим большой контроль и много ответственности, и вроде как нет, недостаточно, вроде как вот мы играем, да. На самом деле вот Лилит в оппозиции к Венере это про вот это глубоко-глубоко, где сидит, почему мы в это играем, почему мы боимся взять вот эту ответственность, почему мы боимся идти на глубину отношений, почему мы боимся сами, например, мы держим этот контроль такой мощный, и мы боимся сами его отпустить, потому что основная история с Плутоном это контроль, а Лилит это страхи. Что с нами случится? Основной такой большой вопрос, да, для тельцов 1 декады. Ну, это чтобы побыстрее разобрать все эти страхи, это почему страшно отпустить контроль, что случится, что посыпется, или что случится с вами, что такого вы сделаете, отпустя контроль. И здесь, конечно же, всегда у всех есть четкий пример родителей в своей жизни, да, что такого делали родители, когда отпускали свой контроль, что происходило. Естественно, ситуации здесь могут быть абсолютно разных, и они, как правило, печальны, поэтому наши страхи и имеют на нас такой весомый след, да, оставляют, потому что мы реально боимся не просто вот как-то так на поверхности, а глубоко до костей, да, поэтому здесь история, ребята, естественно, работа со своими страхами, переживаниями, она такая большая, фундаментальная и мощная. Здесь можно не ходить ни к какому психологу, берете простой листик, белый, чистенький, вот листичек, блокнотик, выписываете себе честно, как оно есть на самом деле. Сложное упражнение, потому что здесь нет человека, который контролирует. Единственный человек это вы. То есть, насколько честно вы себе написали и удивились. Потому что, как правило, когда мы себе в этом признаемся, нам максимально всегда совестно. За что? Но оно в нас есть. Надо с этим просто увидеться, посмотреть в глаза и сказать, ну хорошо, теперь идем дальше, только теперь я тебя контролирую, а не ты меня. Понимаете, в чем история ловушки этого контроля? Тельцы 2 декады. Почему так удобно сидеть и ничего не делать?
Почему? Потому что у тельцов второй декады, это вот это приземленное тельцовское, когда я лучше посижу, я лучше выжду, я лучше подожду, ресурсы стекутся ко мне сами. И здесь появляется такая некая зависть, потому что кто-то же такой быстрый, кто-то же такой смелый, кто-то же такой ловкий, а я вот так сижу и думаю, почему у меня нет этого, что есть, например, у соседа. И здесь начинаются вот такие вопросики. Ребят, необходимо начать действовать. Вот и все. Вот так. И понять, почему не действуете. Однозначно тоже есть пример по жизни. Кто действовал, кто не действовал, какая тактика из родителей заполнилась лучше, какая интереснее, больше подходит к вам. Здесь нет ни хороших и плохих. Нам родители оба даны для того, чтобы мы понимали грани дозволенного. Потому что родители, как всегда, такие грани нашего характера. Да? Кого-то мы любим больше, кого-то мы любим меньше. Да? И вот нужно как раз-таки здесь понять, кого мы любим меньше, потому что у нас от этого человека больше. Но мы почему-то считаем это наоборот. Такая вот интересная философия, но по жизни работает вот так, пока по-другому ее никто не опроверг. И да, здесь нет ни хороших, ни плохих, здесь просто есть ситуация, и нужно понять, почему же мы от себя бежим и ждем. Особенно если у вас есть такие мощные вопросики, как отсутствие личной жизни, профессиональный рост давно не наступает, но вы считаете, что вы достойны, а никаких почестей нет, уровень жизни, в котором вы живете, вас вообще не устраивает. И, конечно же, любовные отношения – это вообще не то, что вам бы хотелось, да. И здесь тогда нужно пересмотреть еще и любовную сферу своих родителей, и почему вы хотите совершенно по-другому и считаете, что их модель, она прям совсем не такая. Почему я рассказываю это все так дословно? Потому что сейчас я буду прям рассказывать на ближайшие 2-3 месяца все события, аспекты по времени, и плюс-минус аспекты будут приходить и уходить, и это настроение будет одно настроение будет сменяться другим, и будет совершенно маленькое такое окошко для спокойно расслабленной жизни, для того, чтобы вот так вот расслабиться, перевести дух, и чтобы было понятно, с чем мы разбираемся, потому что все эти истории за один день не решаются. То есть не так, ой, да я выписала все на листочек, у меня вот здесь вот так вот все хорошо, классно, что там Женя наговорила, у меня здесь вообще все радужно и хорошо, а в жизни ничего не продолжает не меняться. Ну, значит, вы написали какую-то сладкую историю, которая неправда, которая объективно неправда. Вот, тельцы третьей декады. Ребят, Уран проходит финальным аккордом, делает напряжение, заставляет выходить за рамки, за грани, максимально неадекватного в жизнь вносит, забирает с собой. Но при этом, конечно же, здесь Плутон делает прекрасный трин, то есть здесь есть момент, вопросик подняться в профессиональной сфере, подняться в работе, в карьере, в статусе, в бизнесе в том числе. И осень для вас будет просто классным шедевральным моментом, но осенью уже Лилит будет в третьей декаде Скорпиона и будет заставлять тельцов третьей декады точно так же из чувства страха идти вперед. Но пока сейчас летом, вот пока Уран уйдет в Близнецы, да, и до конца лета, вот до какого у меня, 22, по-моему, октября, он будет, нет, это не 22 октября, до 7 ноября будет в Близнецах еще Уран, но уже вот чувствоваться будет в ноябре, да, вот последние 2 недельки, там октябрь и первая неделя ноября уже будут чувствовать тельцы третьей декады, что опять вот это волнение возвращается, ну потому что близко последний градус. И здесь история, знаете, в чем? Вот если вы научились жить по-новому, внедряете какие-то новые фишки у себя в работе, нечто новое в отношениях, в любви, в страсти, то это хорошо. Если же нет, то осенью и зимой будет такое настроение, ну, в конце декабря Лилит меняет знак и уходит уже в Стрельца, да, то есть она не уходит в ретроградные движения, да, то есть до конца 25 года тельцы третьей декады, вот с осени и до конца 25 вы будете со страхами, точно так же Лилит будет делать оппозицию к вашему Солнцу,
То есть проверка гордыни, где смолодушничание, где не сделали, где не пошли вперед, где не развивались, не прокачали свое солнце, не сказали свое я, не сказали, как я хочу, на работе, в личной жизни. Не говорит о том, что кулаком по столу. Нет, это говорит о том, что я хочу вот так, и теперь ты говори, рассказывай, как ты хочешь, потому что главной историей в это лето и вообще история, которая начинается вот про новую жизнь, это история договариваться, да, и это такая очень большая, мощная, глобальная. То есть здесь и в работе, и в социальном статусе было бы хорошо подняться, в личной жизни навести порядок, независимо от того, если кому-то хочется уйти, выйти за рамки, постарайтесь поговорить и спросить, а что тебе хочется такого, почему ты хочешь уйти, может быть, мы как-то разукрасим наши отношения и сделаем в них нечто новое, интересное, чего никогда не было, например, взаимопонимание, да, и это такая, знаете, очень большая, сложная, непопулярная вещь сейчас в нашем мире, да, но только так это и работает, когда у вас есть это взаимопонимание, когда вы разрешаете развиваться себе и партнеру, вот она та самая жизнь, которую вы хотите, особенно тельцы третьей декады, которые уже прям фонят близнецами, понимаете, да, и здесь вот, потому что Уран это про развитие, и когда в нашей жизни застой, почему, да, потому что кому-то обнуления даются легко, да, вот я, когда не знаю, как уже начинать что делать, я беру все, удаляю и начинаю, мне вообще так прекрасно, то есть нет лишнего шума. Для кого-то очень сложно начинать сначала, это фундаментально просто, фундаментально сложно, но, ребят, чем быстрее вы освоите этот навык, тем легче будет идти вот в этой новой жизни, потому что новая жизнь, название, почему видео такое, сейчас всем тельцам говорю, да, потому что 7 июля у нас Уран меняет знак, он переходит из Тельца в Близнецы, и вот нам казалось, что за последние 7 лет наша жизнь как-то сильно изменилась, ухудшилась, резко, кардинально обнулилась, но сейчас не наш уровень комфорта будет меняться, сейчас будет меняться сфера образования, сфера коммуникации, вообще в принципе наше местонахождение. Многие захотят изменить круг друзей, знакомых, то есть это обнуление в наших контактах по факту, да. То есть это те сферы жизни, к которым мы привыкли к комфорту, нам придется менять. То есть люди очень сложно переживают отсутствие интернета, обнуление телефона, отсутствие связи, одиночество. Для многих людей это очень тяжело, поэтому здесь, если вы поймете вот эту здоровую историю, Лилит не просто так сейчас идет, да, делает аспект, это неплохо, это наоборот подготовка к новому, да, и мы понимаем, что если где-то нас что-то пугает, в этом надо разобраться, не бежать, не панировать это какими-то сладкими историями. Мы с этим разобрались, и теперь мы это контролируем. Когда что-то наступает, мы это контролируем, свой страх, и мы понимаем, что все у нас будет хорошо. И да, 25 июня, ребята, у нас новолуние, новый лунный цикл, да. Новолуние у нас, конечно же, в Раке. Скажу, забегу вперед, что у нас перед новолунием 21 июня летнее солнцестояние. Не скажу, что какой-то сложный, противоречивый знак, который требует особого какого-то внимания, встряски, изменений в жизни, волнений. Нет, ребят, просто солнце переходит в 1 градус Рака. Это ежегодная такая акция, я бы сказала, да, мы ежегодно это переживаем, и для нас становятся такие более актуальные семейные ценности, встречи, знакомства, все, что способствует укреплению семьи и вообще ее обретению, да. Поэтому у нас следом за этим моментом идет новолуние 25 июня, Солнце, Луна и Юпитер в соединении делают квадратуру к Сатурну с Нептуном. Эмоциональные события, эмоциональный день. Ну, я скажу, что здесь еще в этот момент у нас становится в оппозиции Меркурий с Плутоном. Это история, когда, возможно, мы можем начать разговаривать как-то очень сильно, очень мощно, хорошо прорабатывается в работе, в карьере, в финансах. Плюсом у нас еще вот эти 2 недели до новолуния у нас еще и не забываем
Марс в квадратуре с Ураном, поэтому здесь не делаем каких-то сложных движений. Почему я так про Уран еще говорила, да? Потому что это всегда, когда нам хочется сделать какие-то резкие движения, резкие действия и все обнулить. Но окружающим мы кажемся реально неадекватными, поэтому здесь постарайтесь максимально коммуницировать, да? Помните, я говорила в начале видео, что коммуникация наша все, да, в июне. Постарайтесь максимально договариваться, потому что в июле, когда 18 июля Меркурий станет ретроградный, он будет ретроградный до 11 августа, он будет во Льве ретроградный в квадратуре с Лилит. Понимаете, да, Лилит у нас просто держит все лето нас, нам страшно, да, то есть на страхах это лето мы боимся приблизиться вперед, мы боимся говорить, чтобы не выпалить лишнего, а когда начинаем говорить, говорим много и не впопад, поэтому пока Меркурий в оппозиции с Плутоном, сложные знания, коммуникация будут получаться, да, не пасуйте перед трудностями, если у вас момент учения, обучения, хорошие аспекты на это на самом-то деле. Здесь и Меркурий будет в секстиле с Ураном. То есть хорошо будет получаться. Меркурий будет в трине с Сатурном. То есть сложные знания будут идти хорошо, легко, я бы так сказала. Если у вас какой-то экзаменационный момент, да, вступительные экзамены, хорошее время, июнь, заниматься. Конечно же, здесь на аспекте Марса в квадратуре с Ураном захочется прямо-таки сказать, что все мне надоело, я все бросаю, ничего не хочу. Нет, ребята, упорство и труд все перетрут. Ну и Марс будет в Деве. Это такая нормальная история для того, чтобы учиться, делать, идти к результату, понимать сложность знаний. Необходимо заземляться и понимать, что мне это нужно. Это не просто такая история. Ну что, идем дальше. Как говорится, психологические моменты мы прошли, да. 25 июня новый цикл. Не скажу, что он какой-то прям мега сложный, но с этого периода начинается еще и соединение, да. То есть чуть позже, с 27 июня, Венера начинает идти в соединение с Ураном. Очень сильно будут чувствовать тельцы третьей декады, потому что это будет в вашем поле происходить, можно это так сказать, да, это будет с третьей декады Тельца все происходить. Плюсом здесь, конечно же, еще аспект Венера в квадратуре с Марсом, а это аспект, который будет сходить весь июль работать, да, то есть где-то точно, где-то уже расходиться, сходиться. И это, знаете, такая история, когда у нас борется мужское и женское, то есть мы хотим как бы все взять себе под контроль, да, мы хотим вот добиться всего сами, мы хотим сделать это, чтобы наконец-таки получилось, а нужно в себе делить мужское и женское, понимать, какие-то обязанности они мужские, какие-то они женские, но опять же в отношениях нам здесь поможет коммуникация. Если мы на работе, то женщинам не нужно быть слишком мужественными, да, нужно говорить, разговаривать, договариваться. Мужчинам не нужно быть слишком женственными, да, то есть не проседать, не теряться где-то, не плыть, а наоборот прям-таки быть в тонусе, быть в состоянии активности, спокойствия, потому что здесь вот внутреннее такое состояние, мужчины, у вас, конечно, женщины могут выйти за рамки и нечто неадекватное вам выдать, потому что Венера в соединении с Ураном, это когда выдается нечто адекватное. Максимальный пик будет 4 июля, плюс-минус 3 дня накидываем на этот аспект, на его максимальную силу, да, когда максимальная неадекватность будет зашкаливать, да. Поэтому здесь, понимаете, дорогие тельцы, вообще всех декад. Это будет касаться всех. Вот такой пик, когда захочется все бросить и уйду. И на таких эмоциях, понимаете, мы переходим в июль месяц, да, и он такой, я не скажу, что очень простой, вообще, в принципе, июль по интенсивности событий переплюнул в прошлом году осень силы, кто смотрел мой прошлогодний гороскоп, да, осенний, вот сейчас вот лето новой жизни, здесь очень много Урана, еще и Плутон подхлестывает, да, поэтому здесь Уран, конечно, очень сильно пошалит нервы тельцам, поэтому здесь, дорогие, нужно вот себя научиться контролировать, потому что у нас 4 июля точный аспект Венеры в соединении с Ураном, сложный эмоциональный аспект, 5 июля у нас Нептун, который в 3 градусе Овна уходит в ретроградное движение, и в ретроградном движении
он будет еще в Овне, он будет до 22 октября, а вообще, в принципе, в ретроградном движении до 12 декабря, потом развернется, пойдет прямо, и до конца января он будет еще в Овне, и уже будет еще в Рыбах, и только вот 27 января он вернется уже в Овна. И да, это опять эмоциональные вот эти качели. То есть, если Нептун у вас напряженный в натальной карте, понимаете, что будут вот эмоциональные качели. И здесь этот момент просто нужно понимать, что сейчас штормит, будет нормально. Как прорабатывается это все? Разговором, ребята, разговором. Это я сейчас всем тельцам говорю, да. 7 июля у нас Уран меняет знак. Здесь, конечно, мы радуемся, что он покидает знак Тельца хоть на какое-то время, да, до 7 ноября. Но, тем не менее, у нас это момент такой немножко облегчения, да, но следом за ним идут события, которые связаны с реформацией транспорта, движения, информационных технологий, да, знаний, образовательных ресурсов. Вообще, в принципе, подлежит реформированию вся образовательная система. И это будет настолько нам казаться неподготовленным. Вся связь, коммуникация, когда смотрел фильм «Обрушение» это называлось, в «Крепком орешке», когда мы немножко не готовы, да, к таким моментам. И здесь просто нужно понимать, что это все моменты времени, и это пройдет. Это пройдет, нужно быть к этому просто подготовленным и понимать, что знак Близнеца Уран будет проверять тоже очень сильно, точно так же, как проверялся наш комфорт с 2017 года, когда Уран шел по Тельцу. Да? Мы все не готовы терять свой комфорт и все те плюшки, которые мы в своей жизни так долго достигали. Да? Поэтому здесь, конечно же, потрясло, кто-то поднялся выше, кто-то обнулился. Но если вы обнулились, это не говорит о том, что вы человек плохой, просто вам хочется еще большего. И тогда намечайте себе четкий план и движение вперед, потому что через 2,5 года Сатурн, 25 июня этого года Сатурн зашел в Овна. Через 2,5 года Сатурн зайдет в Тельца и будет 2,5 года идти по знаку Тельца. И это момент приобретения недвижимости, четкий финансовый статус, очень сильный, мощный. То есть, понимаете, запас времени есть, да. И здесь необходимо, конечно, ребята, понимать, что цикличность жизни, она такова. Вспомните обстоятельства своей жизни, которые были 30 лет назад, 27 лет назад. Что было в вашей жизни, как вы менялись, поднимались, то есть эти события только еще больше, вы же подросли за этот момент жизни, да, среднее движение Сатурна 29-30 лет, в зависимости от поколения, конечно же, то есть и Сатурн вернется опять в Тельца, и будет тоже движение вверх, и обстоятельства, которые вы будете прекрасно понимать, потому что они будут стабильны. Уран это нестабильность, а Сатурн это полная стабильность. И да, 7 июля у нас Уран уходит в Близнецы, 11 июля у нас, ребята, полнолуние в Козероге. Но я не скажу, что это полнолуние, оно у нас какое-то, знаете, такое, обычно полнолуние в Козероге, оно жесткое, здесь нет. Здесь я не делаю никаких таких точных, мощных, злых аспектов, пугать вас и говорить, что что-то вот так у нас тяжело. Да нет, у нас просто аспект Венера в квадратуре с Марсом будет все это время. Здесь в нас будет бороться мужское и женское, мы можем с партнерами ругаться, с партнерами по работе или в личной жизни, выяснять отношения, но это по факту выеденного яйца не стоит. Здесь просто нужно понять, за что мы бьемся. Давай договоримся. Давай договоримся на паритетных началах. Это такая нормальная история, ребят. Вообще не переживаем, то есть не выплескиваем эмоций больше, чем ситуация того просит. Вот. И следом за полнолунием 11 июля у нас идет Сатурн в ретроградное движение. С 13 июля он уходит в ретроградное движение, и до 1 сентября он будет еще в ретроградном движении в Овне. И 1 сентября он переходит обратно в Рыбы. И эту историю почувствуют, как раз таки чувствуете, да? У нас Уран покинул Тельца третьей декады, и Сатурн вошел в третью декаду Рыб и делает прекрасный, роскошный трин, секстиль, извиняюсь, Тельцам третьей декады. Кто привык работать стабильно, кому нравятся эмоции и последовательности, ребята, у вас
вот он самый тот момент, когда вот эта вот неадекватность ушла, экстраординарность, если вы не привыкли работать ни с творчеством, ни с креативом, ни по-новому, да, то есть если вы привыкли по старинке действовать, тогда, конечно же, вот с сентября наступит вот это такой стабильный, да, стабильный, активный поток действий, когда вы понимаете, что так, я себе наметил план, я это делаю, я иду вперед, и сложные дела, знаете, как-то будут делать, будет ощущение, что как-то вот оно все началось, и как будто оно ждало этого момента, и начнется все делаться как хочется, не само, конечно, нет, Сатурн требует от нас усердия, дисциплины и труда, но результат 100% придет. И да, следом за этим моментом, ребят, про Сатурн рассказала, как будет влиять, очень большие плюшки тельцам. Третья декада от Сатурна. Всем остальным, ребята, всем остальным я не скажу, что Сатурн даст какие-то большие блага, но здесь будет аспект все равно к недостатку финансов, такое будет ощущение, да, Юпитер же будет отсвечивать, да, тельцам, и здесь у нас почти все лето Юпитер в квадратуре с Сатурном, и это две социальные планеты, хочу много денег, хочу мало денег, мне нужно много денег для вот этого, покупки, траты, поднятия комфорта, для путешествий. Сатурн говорит, зачем тебе это все нужно, можно ограничиться меньшим или минимумом. И это такая история, которая будет сидеть в тельцах, я бы так сказала, почти все лето. К концу июля она уйдет, эта история, правда. Но вот июнь, будете об этом думать, как раз там еще и Лили, да, страхи, все наши переживания, а зачем напрягаться больше, это же приносит много проблем, много действий, нужно тратить свои силы, дисциплину, усердие, когда можно этого не делать, не напрягаться, да. Но, ребят, просите больше, получите больше и делайте больше, и вам будет это нравиться. Если понимать ради чего, то идем вперед. И да, следом у нас 18 июля уходит в ретроградное движение Меркурий. Уходит он в ретроградном движении в квадратуре с Лилит. Меркурий будет во Льве, поэтому мы здесь все ораторы потрясающие, мы захотим сказать все, что мы хотим, и нам будет не важны последствия, но думайте о последствиях, да, потому что эта история такая очень сильная, очень мощная, очень важная. И здесь, конечно же, скажу, что точная квадратура Венеры с Марсом, вот она, начинается, да, и такой мощный эмоциональный подтекст вот этого июля, да, когда вот в июне у нас был такой, можно сказать, такой момент, немножко спровоцированный Ураном, да, Плутоном, то есть мы хотели больше, вот тут в июле мы немножечко, в начале июля мы так немножечко подрасслабились, и вот к концу июля, к ретроградному Меркурию, мы, конечно, таки собираемся и понимаем, что очень такой мощный момент у нас наступит пик. Это 24 июля у нас новолуние. И новый лунный цикл, ребята, я не скажу, что он будет вот такой, знаете, начнется он как-то просто. Нет, он начнется, у нас Солнце в соединении будет с Луной в оппозиции с Плутоном. Очень сильно мощно и тяжеловато это ощутят тельцы первой декады. Почему? Потому что Плутон еще будет вот это вот все отсвечивать, захочется вот прям вот взять под контроль все свои ресурсы, отношения, все, что есть в жизни, но это, конечно же, безграничные силы, то есть если мы к этому готовы, мы идем вперед, движемся, мы в этом разбираемся. Если мы понимаем, что мы начинаем эмоционировать, хотя вот здесь вот как раз-таки эмоции уйдут, я бы сказала, на второй план, не будет столько много, только в нас будет бороться вот это мужское и женское. Здесь главное, тельцы первой декады, не перегните в отношениях, потому что мы всегда, когда хотим новую высоту в профессиональной сфере взять, да, мы всегда отношения наклоняются, да, то есть мы жертвуем отношениями, не надо так. Будут очень много вопросиков из прошлого в отношениях вылазить, подниматься снова все, что было ранее, потому что у нас аспект Венеры и Марса на кармических узлах стоят. То есть это все кармические вопросики, которые были. Ну, то есть карма это результат наших просто прошлых действий. Ну, только мы расхлебываем его сейчас, потому что где-то тогда поленились. Это я сейчас всем тельцам говорю, да. Тельцы второй декады уже все, уже Лилит прекрасно с июля месяца делает оппозицию к Солнцу тельцам в
второй декады, уже Юпитер во второй декаде рака делает прекрасный секстиль Тельцам второй декады, поэтому у вас, ребята, уже все, движение вперед, уже мощности совершенно другие, и июль у вас уже с другими вопросиками, не такой внутри, да, не такое спокойное подсознание, мы как будто чувствуем, что что-то грядет, и как будто на нас смотрит весь мир, да, разбирайтесь с этим, аспекты не приходят просто так, они приходят в тот самый момент для того, чтобы нас подтолкнуть к действиям, да, и это нормально, пусть эти действия не будут резкие и кардинальные, пусть они будут осмысленные и понятные, да. Тельцы третьей декады, ребят, скажу вам, конечно, что вы сейчас на таком немножечко, хотел сказать, летнем вайбе, на расслабленном состоянии. Ну нет, кармические узлы, конечно же, прошли, посмотрели вот ваше состояние в неопределенности, да, но все-таки здесь Плутон в хороший трин делает, ребят, подъем, движение вперед, рост, и вот в это новолуние, в этот новый цикл вы можете начинать сворачивать горы, как раз таки потому что Уран покинул знак, и вы можете прямо вот на этих мощных эмоциях движения, на движении Сатурна, Нептуна, Плутона как раз таки идти вперед, то есть в это новолуние плюс-минус несколько дней у вас, конечно, проснется Тельцы третьей декады, вот как будто что-то перещелкнет, и вам захочется прям делать мощно, продвигаться в бизнесе. И если вы еще обратите внимание на личную жизнь, на отношения, то тоже будет очень классно, да, то есть если еще уделите этой сфере своей жизни должное внимание, то будет очень хорошо, не надо вот там вот, отметать все свои проблемы, тогда получится прям классно. И да, вот так мы переходим июль, вот так мы переходим в август. Как мы начинаем август? Август начинаем очень мощно и интересно. Скажу, что у нас под конец августа, под конец июля, к самому началу августа на небе складывается такое очень интересное, ну, конфигурация еще Марс с Венерой находится в квадратуре, но при этом сюда накладывается еще оппозиция Марса к Сатурну и к Нептуну, и плюс еще Нептун с Сатурном в квадратуре с Венерой. И это, знаете, история про то, что мы вот себя держали, да, мы вот, особенно те тельцы, всех декад сейчас говорю, да, потому что работа с управителем, кто держал себя до этого момента, как скала, не хотел в этом разбираться, считал, что это ненужная история, что это совершенно не про то здесь, ребята, будет сложно, как будто, вот знаете, как будто как прорвало, да, эмоции начнут выходить, потому что Нептун это всегда слезы, Сатурн это всегда аспект, ну вообще Марс в оппозиции с Сатурном это аспект конфликтов, когда нам хочется стукнуть. Да, когда мы уже столько всего натерпелись, нам кажется, что мы натерпелись, хотя партнер 100% точно столько же терпел, если это было скрыто, умалчено, то есть это не было оговорено, тогда здесь всегда возникает вот этот вот острый конфликт, да, поэтому в конце июля, в начале августа может случиться как раз-таки вот этот острый конфликт, и его острая фаза закончится как раз-таки полнолуние 9 августа, точнее еще будет добегать до 11 августа, когда закончится ретроградный Меркурий, потому что ретроградный Меркурий закончится у нас в оппозиции с Плутоном, когда нам прям пожестить захочется и сказать вот так прям сильно, да, выяснить отношения насильных, упрекнуть, естественно, вторую половинку в отсутствии финансов, заработка, потому что Венера это еще у нас еще и про деньги, ребят, про комфортную жизнь, что у нас ее нет, но я вам сразу забегая вперед скажу, что финансы, деньги и финансовая составляющая в жизни не является основанием для развода. Ну просто вот сразу вам сейчас так говорю, чтобы вы понимали, что за это цепляться не надо, что мне с тобой живется плохо, потому что денег у нас нет. А если бы деньги были, мы бы жили вместе или нет? Да нет, тусовались бы в разных местах, если нет вот этих чувств, отношений, о чем поговорить, совместные моменты, времяпрепровождение, то самое важное, что нравится. У меня есть большое видео «Любовный гороскоп», в конце видео прикреплю, посмотрите, особенно если у вас есть 1,5
1,5 часа свободного времени, проблемы в отношениях, там различные проблемы. Есть любимые тайм-коды. Вот на эту сферу и на то видео тайм-коды сделать вообще не проблема. А здесь, ребята, это, ну, не знаю, как с воздушного шара делать кульбит и решать математику, да. Поэтому здесь вот так. Идем дальше. Любовная сфера в конце июля, в августе может дать такой большой разлом, потому что не разговаривали. Начните разговаривать. В период ретроградного Меркурия важно смотреть себе в душу и своему партнеру, да, потому что я и мой партнер — это оба солнца. Мы все ходим вот такие классные, красивые. И каждый же хочет быть таким красивым павлином в отношениях, да, поэтому вместо того, чтобы говорить только я, можно еще и с партнером вот так поговорить, чего же ему хочется или ей хочется. Это такая, знаете, тонкая грань, которая даст вам, просто решит множество ваших проблем и даст потрясающие отношения, которые тельцам нужны, потому что тельцы без отношений, без страсти тяжеловато развиваются, да. И вот, ребята, мы пришли в август, разбираемся со всем тем, что накопилось. Конечно же, все будет выходить в личной жизни, и у нас полнолуние в Водолее. Естественно, в чем может быть после таких отношений очень сильных, мощных полнолуний? Конечно же, в Водолее, когда нам либо захочется сказать: я устал, я ухожу, да, но здесь Лилит держит это полнолуние, то есть все наши страхи будут выходить. И плюсом здесь, ребят, конечно же, примем мы решение остаться вместе или же нет. Если же мы остаемся вместе, работаем над отношениями, то есть мы реально понимаем, что нам это очень важно, тогда плюшки, конечно, здесь тоже будут свои. И они, ребят, скажу, что очень такие достаточно классные, да, то есть это и движение в долгую, свой большой такой яркий, интересный путь, это те самые моменты, потому что у нас как раз-таки вот в это полнолуние складывается на небе аспект Венера в соединении с Юпитером. И здесь, смотрите, да, вот в это полнолуние желание: я хочу выйти, освободиться от всего, от чего я устал, я устала. Здесь Венера в соединении с Юпитером, а может быть у нас с тобой любовь, а может быть мы с тобой построим дом, обзаведемся семьей, детьми, построим нечто большее. И на самом деле Марс, который находится в Весах, да, будет очень сильно вам понятно. И находящийся в оппозиции с Сатурном и с Нептуном, все равно это будут те самые эмоции и любви, счастья, и романтики, и ощущения стабильности. Но здесь главное поговорить. Без разговоров по душам не получится. Без разговоров на те самые темы, которые пытались скрыть и утаить, и утащить далеко, не получится. Идти вперед будет очень сложно. Постарайтесь стать искренними сами себе, потому что не просто так искренность. Корень слова у искренности — искра, потому что когда мы говорим правду, в нас как будто вот здесь внутри что-то вот так загорается и тепло идет, да, изнутри. И это такая классная эмоция и чувство, и непреодолимы, потому что у нас еще в этот момент, вот сейчас наступают как раз таки две вот этих прекрасные недели, когда вот здесь вы разбираетесь, и вот здесь вот все понятно. Здесь у нас Марс в большом трине с Плутоном и с Ураном. Когда все вот эти изменения в мире глобальные начинают нам настолько нравиться, и мы хотим от этого нового кайфовать, в свою жизнь привносить. Когда мы хотим отдыхать, гулять, загорать, тратить вместе деньги, строить планы на будущее, вместе переезжать, собирать вещи, открывать себе нечто новое, интересное, путешествовать вместе, куда-то поехать отдохнуть. То есть открывается сейчас 2 недели вот этого активного, продуктивного, да, когда мы не на эмоциях, уже отступает ретроградный Меркурий во Льве, нам уже все понятно, мы уже все выяснили, да, и идем вперед. У нас следующий момент — это новолуние, новый лунный цикл. И, естественно, в чем он может быть у нас? Потому что вот эти 2 недели августа с 9 по 23, я считаю, они потрясающие. Здесь очень много можно сделать. Здесь и на кармических узлах очень хорошие аспекты стоят. И вообще здесь давно я не помню, скажем честно, чтобы у нас такой гармоничный, классный отрезок времени был в августе, да, что касается любовных отношений. Но для этого нужно все разобрать, все вот эти клубки накопившиеся, да. И тогда, конечно, мы заживем по-новому.
по-новому. Или 23 августа, ребят, у нас новый лунный цикл начинается в Деве, естественно. Хочется сказать, вот и лето закончилось, но нет, у нас астрономическое лето еще до 21 сентября. Я обязательно расскажу еще до этого момента, для того, чтобы был момент понимания, потому что у нас там и коридор затмений, тоже рокировка планет. Поэтому здесь 23 августа. В чем сложность этого новолуния? Солнце в квадратуре с Ураном. Чувствуете, да? Солнце в квадратуре с Ураном. И буквально остается несколько недель, 2, даже меньше. С 6 сентября Уран уходит в ретроградное движение. То есть он уже фактически в конце августа начинает замедляться. И вот эта квадратура с Ураном, когда мы хотим либо большего, либо все-таки обнуления. То есть мы как бы поняли, если где-то мы себе солгали, да, то тогда мы понимаем, нет, совершенно это не то. А если мы честно себе признались, разобрались в отношениях, разобрались в себе, что же нам хочется, потому что у тельцов, если в личной жизни вообще труба, то и карьера строится очень тяжело. Посмотрите на тех тельцов, которые замужние, женаты, у кого в семье вот такой тыл-костяк, и карьерное продвижение идет совершенно, ну то есть стабильно, классно, четко и понятно, да, и те, у кого нет вот этого семейного тыла, это такая история очень сложная, мотает вот так, и нет вот этого заземления. И здесь, конечно же, в конце августа станет понятно, солгали вы себе или нет. Всем тельцам сейчас говорю, ребят, потому что у нас в это новолуние аспект квадратура с Ураном. Здесь же у нас еще Венера в оппозицию с Плутоном встает, конечно же, хотелось бы нам как-то обойти этот аспект. Но, ребята, я не скажу, что он какой-то очень фатальный, нет. То есть, если вы понимаете, что вы в этих отношениях поднимаетесь, то это, наоборот, большой такой приход финансов в вашу жизнь. То есть, это новые страстные чувства, отношения, которые переходят на новый уровень, да, и я вам только этого желаю, потому что, на самом деле, классные эмоции, да. Поэтому здесь конец августа обещает быть. Но каким мы можем себе его позволить, если мы поможем себе раскрыть сердце, да, тогда конец августа будет совершенно на других волнах, будет очень мощный. Если же мы продолжаем прятаться, да, вот в этой скорлупе, тогда нам тяжело. Это объективно, правда и факт, тогда эту встряску мы не проживаем. Хотя здесь аспекты у нас складываются очень такие мощные конфигурации, сильные, которые продолжатся у нас еще и всю осень, да, то есть всю осень и в сентябре, и тогда коридор затмений не будет таким сложным, да, коридор затмений у нас в этом году с 7 по 21 сентября на убывающем лунном цикле. Вот у нас небольшая здесь проверочка, а правда ли мы так сделали, солгали мы сами себе в том, какую жизнь мы хотим или нет. Это конец августа и начало сентября. 1 сентября Сатурн возвращается в Рыбы, при этом на небе очень классный гармоничный аспект, начинается стряска Меркурия с Ураном, квадратура, но это начинается новый учебный год, коммуникация встает на месте, не скажу, что как-то сложно, Меркурий, я с этим аспектом по жизни живу, то есть это когда сложные знания очень легко даются, ну как даются, нужно посидеть, покропить, потратить очень много своего усердия, и тогда все будет понятно, да, очень хороший аспект для обучения, и это в принципе нормально. Просто будьте аккуратны за рулем. Лучше эту недельку, первую неделю сентября быть повнимательнее. Плохой аспект для вождения, очень хороший аспект для усвоения знаний. Сложный, особенно инженерных, каких-то математических знаний. И идем дальше. У нас в ретроградное движение уходит Уран, естественно, под коридор затмений. Да, 6 сентября уходит Уран в ретроградное движение. И 7 сентября у нас коридор затмений. Начинается с полнолуния в Рыбах. Эмоционально, в принципе, должно быть, да. Но не скажу, что будет очень сильно, как-то мощно и напряженно влиять на тельцов. Разве что тельцам 3-й декады будет немножко трясти, но не настолько. Здесь главное, понимаете, тельцы 3-й декады, на вас будет влиять еще аспект Марса в квадратуре с Юпитером. Это история, когда мы недовольны, когда мы ворчим, когда мы считаем, что мы достойны большего, лучшего, но виноваты в этом все окружающие, потому что мы сами себе не можем сейчас того позволить, но вот окружающие, у которых это есть, они нас раздражают. Поэтому здесь будьте спокойны. Вот так начнется коридор затмений. Скажу, что тельцам
Тельцам первой и второй декады даст этот коридор затмений на пользу, хоть и аспекты будут здесь такие достаточно сложноватые, но вот тельцы второй декады еще Лилит просто заденет этот коридор затмений, будет вот такое чувство паники, страха, что такое мощное глобальное придет. Но, ребят, не скажу, что это будет прям что-то нечто вау сложное, как, например, коридор затмений в прошлом году осенью. Нет, этот гораздо легче. И скажу, что Юпитер-то уже подошел в третью декаду рака, значит, третья декада тельцов, ну ловите Юпитер и возможности и плюшки. Ребят, здесь только идем вперед и не сдаемся. Первая декада тельцов, ну хорошо будет коридор затмения. Ребята, идем вперед, действуем. Конечно же, Плутон в ретроградном движении максимально проезжает по нашим слабым местам, мы себе в них признаемся и усиливаем их. Здесь не сдаемся. Этот коридор затмений идет к вам для усиления всех ситуаций, которые ранее вы провисали. И тогда сложится очень даже хорошо. Коридор затмений, я не скажу, что, ребята, вот он, конечно, всегда эмоциональный, эмоциональный, потому что, смотрите, если нас не штормит, то штормит людей рядом с нами, да, не все с устойчивой психикой, не все привыкли переживать какие-то трудности, сложности в их жизни, потому что очень сильно эмоционально будут в этот коридор затмений проживать овны, рыбы, девы, весы. Но тельцам будет полегче. Тельцы первой декады закончите коридор затмений, вот тут последние буквально аккорды 18, 19, 20. Здесь, конечно же, Марс будет пробегать, да, делать уже финальную оппозицию, да, то есть и захочется агрессировать. Не переходите вот на агрессию, если хотите перейти на агрессию, лучше пойдите в спорт, займитесь, бегайте, двигайтесь, эмоции свои переживайте, но не надо агрессировать, потому что здесь гармоничный аспект Юпитера, который говорит, не надо драться, нужно наоборот мыслить здраво, масштабно, поднимать с помощью Юпитера все свои возможности, и тогда осень, которая нас всех ждет, она будет очень классная. Ребят, скажу, что и октябрь, и ноябрь, и декабрь, это на небе, во-первых, у нас в конце июля сложилась такая мощная конфигурация. Это высшие планеты находятся в такой большой, вот реально добрая, сильная конфигурация. То есть это Плутон в трине с Ураном, Плутон в секстиле с Сатурном, Нептуном, и Уран в секстиле с Нептуном и Сатурном. То есть это высшие планеты плюс еще Сатурн. Когда мы стабильно идем к результату, это всегда финансовая история, которая идет в плюс. Это всегда вопросы наших прошлых ошибок и действий, которые мы хотим изменить, и поняли, что там где-то мы не взяли, и надо сейчас взять больше. Ну, то есть я вам дам так, забегаю вперед, такой спойлер, да, все тельцы всех декад, да, что здесь нужно не малодушничать, здесь нужно наоборот взять вот этот свой марш-бросок, да, пойти наверх своих возможностей. Да, конечно, тельцам первой и третьей декады сложнее всего, потому что у вас другие планеты атакуют, да, очень мощные. У тельцов второй декады здесь пока только добродушный Юпитер ходит, ну и Лилит так прошлась по страхам, по гордыне, да, по амбициям. И здесь, конечно же, нужно понимать, что история-то у всех разная, но я не скажу, что она фатальная и печальная, нет. Здесь про то, чтобы разобраться в себе, идти вперед и наметить план. А осень-то какая будет? Ох, осень, я давно не помню такой осени, чтобы была возможность еще так очень сильно подняться. Правда, в финансах подкрутить отношения, наладить вот эту романтику, уметь начать договариваться и еще от этого ловить кайф и плюшки. Поэтому здесь, дорогие тельцы первой и второй декады, каждому свое на данном этапе развития, да, нет хороших и плохих, есть только движение вперед, есть только свое честное я, и я вам хочу сказать, что у вас все должно получиться. Новая жизнь, она тем хороша, что мы сами начинаем себя жить по-новому. Это, конечно, страшно, конечно, но не невозможно. Немножко страшно, но не невозможно. Мы все в конечном итоге люди, мы все боимся. И это нормально. Все боятся перед новым скачком вверх. То есть лестница всегда дается непросто. Ребят, спасибо большое, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающего лета. Надеюсь, рассказала все доступно и понятно. И увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.